Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодня мы продолжаем тему «Как научиться говорить нет». Часть вторая. Напомню, что в первой части мы перечислили 5 пунктов. Первый. Разрешите себе быть не идеальным человеком. Второй. Тренируйтесь говорить нет сначала по мелочам. Третий. Предлагайте альтернативу. Четвертый. Повремените с ответом. И пятый. Анализируйте. Ну а мы переходим к шестому. Я уникальный. Предположите, может ли с этой просьбой человек обратиться к другому коллеге? Или в основном его просьбы переходят к вам как заположено, будто это в порядке вещей, а другие таким не занимаются? Если ответ положительный и в основном его просьбы получаете только вы, то можете быть уверены, на вас скидывают работу без зазрения совести. Человек возвышает свои желания над вашими. Вы думаете, что кроме вас эту задачу никто не может выполнить? А получается все наоборот. Просто вы единственный, который позволяет кататься на нем, как на санках. Или вы шаг. Если нет, то говорите четкое «нет, я не могу». И независимо от того, что скажет ваш проситель, повторите ему, непонимающему, что «нет» – это значит «нет». Я уже дал ответ, и он неизменен. Вы не единственный человек, к которому он может обратиться. Поэтому вы спокойно можете ему отказать. Седьмое. Начните себя уважать и собственное время. Поймите простую истину, что от того, что вы станете безотказным, будете часто делать за других работу, они не станут больше вас уважать, скорее даже наоборот. Любые манипуляции с их стороны будут ограничиваться словесными выпадами в вашу сторону, не более того. А вы в свою очередь должны игнорировать это как в порядке вещей. У вас должно быть правильно распределенное время на работу и отдых. Если же кто-то покушается на ваш отдых, спросите себя, а вам это нужно? Потому что зачастую люди просто садятся на шею и даже не замечают этого. Они воспринимают это как норму, что вы выполняете за других их работу. Мало того, запросы просьб с каждым разом возрастают, и если поначалу их достаточно легко выполнить, то впоследствии практически невозможно. Поэтому стоит научиться вовремя останавливаться в выполнении чужих просьб. Восьмое. Встаньте на место другого человека. Не в привычном для вас варианте, что он несчастный, ему нужна помощь, раз он просит, а сделал бы он для вас то же самое, если бы вы его об этом попросили. Если он предпочел бы отказаться, в какой это было бы форме? А теперь вспоминаем золотое правило. Относитесь к людям так, как они относятся к тебе. Если человек, скорее всего, не согласился бы вам помочь, то не стоит его заботы перекладывать на собственные плечи, потому что вместо благодарности вы получите лишь потребительское отношение. С этого вы ничего не получите. Одно дело, когда вам зарплату добавляют за сверхурочное, и совсем другое за просто так, постоянно делать чужую работу. И даже при условии с надбавкой к зарплате есть оговорки. Если это лишнее рабочее время может испортить ваши отношения с семьей, то стоит задуматься, что вам важнее, семья или лишняя пара бумажек. Девятое. Заготовьте фразу заранее. Я бы с радостью, но не могу, потому что. По своей сути вы уже отказались, и что бы вы там ни говорили далее, это для человека не имеет никакого значения. Свой ответ «нет» он уже получил. Понравится ему это или нет, опять же, не имеет значения. В данном случае вы должны очень хорошо подумать, хотите вы что-то за кого-то делать или нет. Если нет, то эта заготовленная фраза станет вашей палочкой-выручалочкой, которой можно воспользоваться в экстренном случае. Очень хорошо, чтобы это была вполне реалистичная и понятная причина. Потому что если вы откажетесь в варианте «я бы с радостью, но не могу, потому что не хочу», это будет довольно странно, согласны? Я рад, но я не хочу. И последнее, 10. Вы не раб лампы. Даже если вам помогли раз, даже в самой сложной ситуации, это не значит, что вы обязаны стать рабом другого человека навечно. Вы всегда можете его отблагодарить так, как считаете нужным. Выполнить 2-3 нетяжелых просьбы, чтобы очистить свою совесть. Но не начать выполнять 150 различных просьб только потому, что «я же тебе помог, когда тебе это было нужно. Теперь твоя очередь. Ты что, забыл, что я для тебя сделал?» Вы отблагодарили человека и больше ему ничем не обязаны.
Да и человек в данном случае мало того, что перегибает палку, так еще и пытается манипулировать вами, когда вызывает чувство вины. Чем сильнее у вас проявляется это чувство, тем более уязвимым вы становитесь. Не позволяйте никому в этой жизни сказать вам, что вы должны. Для этого есть хорошая народная поговорка: от добра не ищут. Если кто-то сделал вам что-то, это было его решение, и это значит, что он сделал что-то от души, а ждать ничего в ответ не стоит. Ну, с вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, как часто вы говорите людям «нет», получается ли у вас это легко, или же вы только учитесь этому навыку. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, и подписаться на канал. До скорой встречи. Пока-пока.